Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра, и сегодня у нас новое видео продолжающее, дополняющее, разъясняющее. В общем, видео обещает быть емким. 26 ноября 2021 года, то есть ровно 1,5 месяца назад, мы с вами отделяли детку с цветоноса Phalaenopsis narbonne. Сейчас вы как раз можете пронаблюдать, как происходит это действо, как я снимаю те кадры, которые вы в дальнейшем увидите в этих видео. После выхода ролика у зрителей, как всегда, возникли вопросы. И на эти вопросы я отвечу в сегодняшнем видео, а также дополню эти вопросы новыми, которые также поступают в комментариях под видео. Первый вопрос, как написали в комментариях, для особо одаренных, еще раз показать меристемные почки, где они есть и как они выглядят у фаленопсиса. Итак, друзья, апикальная меристема или меристематическая почка – это группа образовательных клеток, организованных в ростовой центр. У фаленопсиса такие меристемные почки есть везде. Они располагаются на верхушке побегов, главных и боковых, и на кончиках всех молодых корней. Вот сейчас, друзья, на ваших экранах апикальные кончики корня фаленопсиса, а точнее корней фаленопсиса. Что значит слово апикальный? Оно происходит от латинского слова apex или вершина. В данном случае это вершина или растущий кончик корня фаленопсиса, на котором расположен конус нарастания. Апикальные меристемы есть также и на цветоносах фаленопсиса. Посмотрите, пожалуйста, несколько пробужденных апикальных меристем. С правой стороны это будущий цветонос или ответвление от цветоноса, а с левой стороны я проводила своеобразный эксперимент, о котором мне написали в комментариях под видео. В чем заключался эксперимент? Мне написали, что если прищипнуть вновь образованное ответвление, пока оно еще совсем маленькое, то можно получить детку. И я сделала это. Я прищипнула ответвление, но, к сожалению, ничего не получила. Детка не образовалась. Следующая группа вопросов касалась того, есть ли отверстие в дне посадки или только в стенках обрезанной бутылки. Друзья, посмотрите, пожалуйста, на экраны, я вам показывала это в прошлом видео. Отверстие есть везде. И на дне посадки, и в стенках, то есть посадка абсолютно со всех сторон вентилируема. Друзья, ну посмотрите внимательно на свои экраны. Ну хорошо, ведь видны отверстия в дне бутылки. Но откуда возникают такие вопросы и почему? Еще один вопрос касался того отрезка цветоноса, с которым я срезала детку. Что с ним стало? Открутила ли я его? Удалила ли? Обработала ли чем места срезов? Нет, друзья, я его не открутила, не удалила, я оставила его вместе с деткой и вместе с ним определила в новую посадку. Почему? Да потому что в этом отрезке материнского цветоноса содержится неприкосновенный запас или запас питательных веществ, который может потребоваться детке в случае непредвиденных обстоятельств. И нет, друзья, места срезов я тоже ничем не обрабатывала. Все, как вы видели в том видео, все так и осталось. Никаких дополнительных манипуляций, которые не были бы засняты или зафиксированы, видео не было. Если вдруг вы не смотрели это видео по отделению детки с цветоноса материнского растения, пройдите в плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу» и найдите в нем видео «Раздели их так». Следующая группа вопросов, которые, как мне кажется, уже никогда не закончатся, вопросы, касаемые использования мха в посадке. И я уже, наверное, 1000 раз рассказывала, что мох никак не обрабатываю, но после получения сегодняшнего вопроса я призадумалась.
Звучал комментарий так: скажите, пожалуйста, чем вы обрабатываете мох от насекомых? Я купила живой сфагнум в интернете и в придачу получила целый набор насекомых. Я в них сильно не разбираюсь, но подозреваю, что даже красный клещ пришел мне в посылке. Так как наряду с черненькими, более крупными жучками я увидела и маленьких красненьких кругленьких насекомых. Признаться, друзья, я даже не предполагала, что в некоторых регионах за деньги можно купить себе не только живой сфагнум, но и огромные проблемы. Потому что если вы с этим мхом занесете себе в коллекцию насекомых-вредителей вместе с их яйцами, то глобальные проблемы вам обеспечены. Такие проблемы, как у следующего комментатора видео. Скажите, пожалуйста, как избавиться от клеща на орхидеях? Сил уже нет. И если в первом комментарии я посоветовала обратиться к продавцу мха и спросить, что за соседи прислали вместе с мхом, то во втором случае я объяснила, что любые вредители, которые присутствуют в мху или на орхидеях, всегда присутствуют в нескольких фазах своего развития, начиная от стадии яйца и до стадии взрослой особи или взрослого вредителя или имага. И если даже вам будет казаться, что взрослых особей нет, ничего не летает, не бегает, не прыгает, то это не значит, что где-то в мху не лежат яйца этих же самых вредителей. И при благоприятных условиях из этих яиц появятся новые особи, и борьба ваша будет просто бесконечной. Почему я порекомендовала обратиться к продавцу? Да потому что в каждом районе, в каждом регионе свои насекомые, и по описанию маленькая, кругленькая, красненькая или побольше, но черненькая, я, к сожалению, друзья, ничего сказать не могу. А продавец, зная своих насекомых в своем регионе, может вам помочь. И если вы все же решитесь в дальнейшем использовать протравленный мох, имейте в виду, что у каждого насекомого после использования определенного препарата вырабатывается резистентность или привыкание к нему. И второй, третий, пятый раз протравка одним и тем же препаратом уменьшает свою эффективность в разы. Это значит, что то, что некогда прекрасно действовало и помогало, в будущем перестает действовать вовсе. Итак, как я уже сказала вам в прошлом видео, в день пересадки, когда растение и так замачивалось и виламен орхидеи напитался водой, я растение не поливала. Полив осуществила на следующий день. Все, кто давно на этом канале, знают, что все маленькие, больные, ослабленные и реанимационные растения, а также вновь прибывшие растения я поливаю микрополивом. Что это значит? Это значит, что для растения создается эффект росы, то есть орхидея получает каждое утро и каждый вечер микропорцию воды. А именно 1-2 столовые ложки на посадку. В моем случае это вот такая спринцовка. Ее объем 30 мл. Почему именно так? Почему не замачивание? Почему не длительные проливы? Почему микро? Дело в том, что, друзья, растение маленькое, а соответственно корневая система у него развита еще недостаточно. Слоев виламена на корнях не так много, как хотелось бы, хоть корневая система у малышки и достаточно большая для ее размера, то есть для размера ее листовой массы. Очень многие зрители на канале стали применять микрополив не только для маленьких и ослабленных растений, а вообще для всей своей коллекции и отметили значительные преимущества этого метода полива. Друзья, если вы относитесь к таким зрителям, напишите в комментариях, как вам нравится и как в ваших условиях работает микрополив.
каждый день и по чуть-чуть. Это позволяет корневой системе орхидеи быстро увлажняться и быстро просыхать. Это очень важно для формирования правильного филамена и большого количества слоев филамена на корневой системе фаленопсиса. Ну а теперь все водобоязненные закрывают глаза, потому что сейчас будет самая моя любимая часть ухода за фаленопсисами – это опрыскивание. Вот так, друзья, эта малышка опрыскивается вместе со всеми своими составляющими, то есть вместе с корневой системой, вместе с листовой массой и, конечно же, вместе с цветоносом. Я, друзья, опрыскиваю абсолютно все, но вам рекомендую опрыскивать только тыльную или нижнюю сторону листьев фаленопсиса. Почему? Да потому что я не боюсь, я понимаю суть и физиологию орхидеи. Если у вас есть страх, не делайте так. Если вы не понимаете, для чего вы это делаете, тоже не делайте, потому что ваш страх чувствуют растения, и они буквально могут заболеть от того, что вы боитесь. Для чего я делаю это? Прежде всего для того, чтобы запустить процесс С3 фотосинтеза у орхидеи, но для этого достаточно опрыскать тыльную сторону листа орхидеи, нижнюю часть листа. Тогда зачем я опрыскиваю орхидею целиком? Друзья, а вот это я делаю для того, чтобы закалить орхидею, то есть для того, чтобы повысить ее иммунитет. Как говорится, закаляйся, если хочешь быть здоров. И вот мои орхидеи закаляются. Закаляются еще и для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств выстоять и выжить. Недавно мои орхидеи 40 часов были в помещении без отопления, а за окном было более 20 градусов мороза, и все орхидеи выстояли, все они выжили. Если вы еще не знакомы с этой историей, пройдите в плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу» и найдите видео «Спасти орхидеи за 40 часов». В каких условиях находится орхидея после водно-банных процедур? Конечно же, друзья, она находится там, где светло, тепло и прекрасный воздухообмен. А еще меня в комментариях спрашивали, на чем орхидея висит в этой обрезанной бутылке. Друзья, она висит с помощью вот таких крючков. Это крючки для елочных украшений. С двух сторон этой проволоки есть крючки. Их можно зацепить между собой, а также вокруг любой другой поверхности. И вот именно с помощью этих нехитрых приспособлений детка может качаться как на качелях на любой лампе, на любом светильнике, где угодно, на любом крючке. И да, друзья, вы уже, конечно же, заметили, что у нашей детки огромный цветонос. Он такой большой по отношению к самой детке, потому что у нее всего 4 листа. А я напомню вам, что это третье ее домашнее цветение после рождения в октябре 2020 года. И если в первом цветении детка фаленопсиса нарбона процвела всего лишь на 1 цветок, во втором цветении у нее было уже 3 цветка, которые она полностью распустила и держала больше 3 месяцев, то в этом цветении планируется уже 5 цветов, и для этого микроскопического растения это настоящая победа. И еще один вопрос, который часто встречается в комментариях по поводу опрыскивания цветоносов и бутонов в частности, а также что будет, если вода попадет на цветы фаленопсиса. Много раз я отвечала на подобные вопросы, но, видимо, придется повторяться. Друзья, ничего не будет, если вода попадет на цветок фаленопсиса. Куда нельзя попадать при опрыскивании или при душевании? Вот, друзья, я показываю вам, это колонка цветка фаленопсиса. Вот там внутри хранится пыльца или пыльник. Друзья, вот туда водой попадать ни в коем случае нельзя, потому что конкретно взятый
данный цветок, тот цветок, в который попадет вода, очень быстро отцветет, потому что орхидея решит, что его опылили. Если вода будет попадать сверху, сзади цветка, абсолютно ничего с этим цветком не случится. А теперь давайте посмотрим, как изменилась экосистема той посадки, которую я делала 1,5 месяца назад. Вы посмотрите, как прорастает мох. Тот самый мох, который я резала 1,5 месяца назад, а теперь он прекрасным образом ожил и пророс. Не только мох прорастает в посадках, но и другие различные травы. У меня спрашивают часто в комментариях, каким образом я подсаживаю папоротники и прочую зелень в свои посадки. Друзья, никак специально это не делаю. Все папоротники, все любые другие травы прорастают прямо из-за мха. Я просто режу мох, добавляю в посадку, а все остальное растет самостоятельно. Живое к живому. Растет мох, растет трава, растут корни у фаленопсиса нарбоны. И несмотря на то, что бутылка, которую я приготовила для этой детки, была достаточно большой, и я не знала, когда корни дорастут до края бутылки, тем не менее, за 1,5 месяца первый корень выполнил эту задачу, и вот так прекрасно растет уже вдоль стенки бутылки. И давайте посмотрим на детку фаленопсиса нарбоны со всех сторон в одном кадре. У нее 4 листика, пусть пока маленьких, и прекрасный, большой, красивый цветонос. Цветонос я формирую, друзья, потому что он также пытался загнуться вниз. Я для этого привязала свою привычную палочку или веточку от гибискуса. Посмотрите, каким образом я формирую цветонос. Может быть, возьмете это на вооружение. И цветонос, соответственно, будет ровным, прямым, красивым и в том направлении, в котором он нужен мне. И уже глядя вот на эти кадры, друзья, я все-таки сумела сосчитать до 6. Все видео говорю вам о каких-то 5 бутонах и победе детки фаленопсиса нарбоны, а теперь вижу, что бутонов-то 6. Поздравим нашу героическую детку с 4 листиками и 6 бутонами с победой! Поздравим детку, а сами махнем на рыбалку. Подледный лов, залив Петра Великого, Японское море, город Владивосток. Лютые морозы сейчас стоят во Владивостоке, но ничто не может остановить наших рыбаков. Меня просили показать лед, меня просили показать что-то интересное, наше приморское, дальневосточное. Вот, друзья, это рыба, очень вкусная, называется навага. Дальневосточная навага или тихоокеанская навага – морская рыба семейства тресковых, длина до 50 сантиметров, распространена в северной части Тихого океана и в Северном Ледовитом океане. В России в морях, омывающие восточное побережье. Заходит в опресненную и даже пресную воду. Нерест с января по март. Объект промысла. И вот, друзья, много-много морского льда. Залив Петра Великого. Берега города Владивосток. Богат январь на торжества, но самым светлым и великим остается православное Рождество. А сегодня рождественский сочельник. Так пусть же волшебство этого вечера окружает нас весь следующий год. Пусть свет рождественской звезды подарит всем нам здоровье, любовь и тепло человеческого общения. А душа пусть согревается этим теплом и несет в мир лишь добро. Обязательно мечтайте на Рождество, и все мечты непременно будут услышаны.
А я напоминаю вам, что 19 минут вы провели на канале Классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.